искать жизнь. Но как? Что разглядишь на Марсе за десятки миллионов километров? На Земле в этих условиях самой мелкой, еле различимой точкой был бы, например, Крымский полуостров. А ведь его размер 300 километров. И все же академик Николай Павлович Барабашов смотрит в телескоп. Зачем? Разве не устарела в наши дни эта техника? Ведь теперь в космос посылают автоматы, и они фотографируют планеты вблизи. Поверхность Марса снял уже знакомый нам Маринер-4. Он прошел мимо планеты на расстоянии 1,5 ее диаметров. Прекрасные снимки. На них мы впервые увидели марсианские горы. Они оказались похожи на лунные кратеры. Каждый снимок захватил район, равный по ширине примерно Крымскому полуострову. Район, казавшийся в телескоп точкой, а здесь на нем полно подробностей. Но для поисков жизни и этого мало. Самые мелкие детали, различимые здесь, такие вот как этот кратер, измеряются все же километрами. Для сравнения посмотрите на аналогичные снимки Земли, снятые из космоса со спутников. Вот, например, Италия. На белые пятна не обращайте внимания, это облака. Каспийское море. Синайский полуостров. Это река Нил. Балтийское море. Финский залив. Черное море с Крымским полуостровом. Хорошие снимки, но, попадя они к марсианам, жизнь на Земле не была бы обнаружена. На этих снимках не видно даже таких городов, как Ленинград. Поэтому искать жизнь на Марсе по снимкам Маринера бессмысленно. А как искать? Как отличить живое от неживого на таком огромном расстоянии? И вот, оказывается, телескоп не устарел. Он позволяет спокойно следить за Марсом месяцами. И то, что не видно на фотоснимке в статике, становится заметным в динамике. Марс движется по орбите. Солнце все больше освещает полюс планеты. В этом полушарии наступает весна. Мертвому это безразлично, а живому? На нашей планете в эти дни начинается таяние снега. Обнажается окоченевшая за зиму земля, прогревается, радуется яркому солнцу, журчат первые ручьи, сливаются в бурные потоки. Наступает пробуждение природы, чудесная симфония жизни. Бесцветные массивы растительности темнеют, зеленеют. Будет ли Марс реагировать на весеннее тепло? Есть. Смотрите на края снеговой шапки, видите? Моря около нее темнеют, меняют цвет, местами зеленеют. Одновременно отступают к полюсу снеговой покров. Невольно представляю себе, что и там, как на Земле, что-то живое жадно тянется к солнцу, к нашему общему солнцу. Что-то очень родное, близкое и глубоко понятное. Красиво. Но, к сожалению, пока это всего лишь мечта. Разберемся в этом вопросе хладнокровно. Светлые пятна, по общему мнению, сухие безжизненные пустыни. На сотни тысяч километров тянутся там унылые пески или однообразные каменистые равнины. А чем могут быть темные пятна, кроме растительности? Что, если мы видим какие-то черные тучи? Нет, для туч марсианские моря слишком стабильны. Ведь существуют карты Марса. Тогда, возможно, дело в рельефе. По аналогии с Луной, моря могут быть равнинами из темной застывшей лавы среди светлых гор. Можно представить себе и обратное. Среди светлых пустынь возвышаются темные скалы, с которых ветры сдувают песок в низины.
А может быть, не то и не другое? Ведь на снимках светлые и темные участки имеют одинаковый рельеф. Но в чем-то они должны отличаться. Удалось измерить раздельно температуру пустынь и морей. Моря оказались теплее. Вы думаете, это тепло жизни? Нет. Вспомните, живая листва холоднее камней. Растения, часть поглощенной солнечной энергии, тратят на химические реакции и на испарение воды. А вот темные камни теплее светлых, потому что все темное больше нагревается солнечными лучами. Исходя из этого, казалось бы, проще всего объяснить моря как выходы темных горных пород. Но горные породы неподвижны, а очертания морей Марса с годами немного меняются. Вот примеры. Раньше здесь были четкие пятна, теперь их нет. Очень различаются очертания озера Солнца за разные годы. Здесь появилась новая темная область. Мертвым камням такое не под силу. Впрочем, американский ученый Маклафлин считал, что мертвое может меняться от шалости ветра. Допустим, говорил он, марсианские вулканы выбрасывают огромные тучи черного пепла. Ветер относит эти тучи в сторону. Пепел садится на грунт, образуя темные области. Постепенно пепел заносится песком. При новых извержениях налет пепла подновляется, но ветры изменчивые, очертания темных областей варьируют. Неплохая была бы гипотеза, если бы пепел мог расцветать весной. В Харьковской обсерватории под руководством академика Барабашова исследовали, как марсианские моря и пустыни отражают свет. Выяснилось, пустыни отражают его, как довольно ровная, гладкая поверхность. Рассеивают незначительно. Моря рассеивают гораздо сильнее. Значит, они имеют поверхность бугристую, изрытую. Изрытую и весной меняющую цвет. Такую поверхность имеют массивы растительности. В пользу растительности есть еще один интересный довод. На Марсе часто видны песчаные бури. Страшно там в эти часы. Проснулся бескрайний сухой океан. Взбесились вихри каменной пыли. Затмили солнце песчаные тучи. Завертелись шальные смерчи. Поднялись черными факелами. Смешали пустыню с небом. Миллионы, миллиарды тонн песка закружились в пьяном хороводе. Помчались в другие страны. А потом все это опускается где-то за сотни километров. Садится на темный пепел. Заносит темные камни. Превращает планету в сплошную песчаную пустыню. Светлую пустыню. Почему же упорно существуют темные пятна Марса? Что может противостоять песчаным нашествиям? Только жизнь. Только живое сбросит с себя песок, прорастет сквозь песчаные сугробы, отстоит занятую территорию. Итак, темные пятна Марса легче всего объяснить растительным покровом. Этой точки зрения придерживается и академик Барабашов. Я считаю, что в настоящее время на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, имеется достаточно оснований отвечать утвердительно. Моря Марса, по всей вероятности, зоны жизни. Какой жизни? Марсианская растительность наверняка своеобразна. Но как узнать о ней хоть что-нибудь? Попробуем. Видно, например, что на Марсе особый ход весны. На Земле, в нашей стране, зелень распускается сначала на юге, например, в Крыму. Там теплее. Потом одевается в зеленый наряд сады Киева. Через некоторое время распускаются почки в Москве. И уж только после этого в Ленинграде. Волна оживления катится на Земле от экватора к полюсу, вслед за волной весеннего потепления.
А на Марсе наоборот, навстречу волне потепления, от полюса к экватору. Это выглядит полной нелепостью. Земные растения погружены корнями во влажную почву. Они живут на местной воде. Чтобы весной пробудить их, нужно только одно – тепло. Марсианские растения на тепло сразу не реагируют, вероятно, потому что сидят на совершенно сухом грунте. Вода приходит к ним с полюса от тающего снега. Марсианские растения живут, если можно так выразиться, на привозной воде, пробуждаются с ее приходом. Но как к ним приходит вода? На Марсе слишком мало воды, чтобы она могла течь потоками. Кроме того, из-за разреженности воздуха, влага полярных шапок, очевидно, испаряется, минуя жидкую фазу. Днем водяной пар может переноситься по воздуху. По ночам из-за сильных морозов он выпадет в виде инея. Но этими чуть влажными ветрами трудно объяснить все водоснабжение планеты. Ловелл считал, что тайна круговорота воды на Марсе может быть как-то связана с его загадочными каналами. Что такое каналы Марса? Удивительны эти темные полосы. Ни одна из них не обрывается на полпути. Похоже, что они соединяют между собой какие-то важные центры. Марс покрыт горами, а каналы идут по кратчайшим путям, невзирая ни на какие препятствия, не обходя их. Кое-где видны каналы и на фоне морей. Некоторые каналы в определенное время года удваиваются. Зимой таинственных темных полосок не видно. Весной волна потемнения идет одновременно по морям и каналам. Они явно имеют одну и ту же природу. При большом увеличении хорошей видимости каналы, как и моря, распадаются на отдельные пятна. На снимках Маринера не увидели даже этих пятен. Неудивительно, что скептики утверждают, каналов нет вообще. Обман зрения. Это неверно. Возьмите любую газетную фотографию. Посмотрите на нее с очень близкого расстояния. Все пропало. Одни точки. Не будете же вы утверждать, что портрета нет. Портрет есть, но изображение читается только издалека, когда точки сливаются. После сложной обработки снимков на месте каналов все же обнаружили вытянутые неровности и темные рваные пятна. Возможно, это очишки растительности, тяготеющие к складкам местности. Издалека они сливаются в темные полосы. Итак, каналы не обман зрения. Но что же именно увидят на их месте стеклянные глаза наших автоматов? Такие вот цепочки кратеров, приютивших в тепле зеленые рощи. А может быть, поплывут навстречу горные хребты, собирающие вершинами влагу из воздуха? Или гряды дюн, прикрывших что-то живое от ураганных ветров? Или овраги, в которых влага из недр выступает на поверхность? Но что бы ни оказалось, неясно главное. Почему детали рельефа, вдоль которых гнездится растительность, образуют такую удивительную сетку? Рельеф планеты связан с глубинными разломами в ее толще. Но вот рисунок таких разломов земной коры. Он нигде не образует сетки, напоминающие марсианскую. Сетку марсианских каналов недавно математически исследовал американский ученый Алан Уэбб. Он взял для сравнения сетку трещин на пересохшей земле, сетку трещин на фарфоровой вазе, сетку, созданную живым, но неразумным существом, сетку дорог штата Огайо в Соединенных Штатах Америки. Анализ дал любопытные результаты. Сеть марсианских каналов оказалась больше всего похожа на искусственную сеть дорог. По Уэббу выходит, что каналы – это растительность вдоль каких-то коммуникаций, вдоль линий связи. Кого? С кем?
Мы хотим в связи с этим напомнить вам смелые слова академика Купревича. Происхождение правильных образований, идущих из одного полушария в другое, нельзя объяснить какими-то естественными причинами. Это произведение разумной воли. Хорошо сказано. Но будем осторожны. Закончим разговор о каналах словами: выяснить истину можно только там, на месте. Там, на месте, мы уже умеем выяснять. Пока, правда, только на Луне. Но скоро подобные автоматы начнут садиться и на Марс. От них мы будем ждать первых сообщений о жизни на Марсе. Для начала им будет поручено искать бактерии. Это проще. Прибор всосет пыль с марсианского грунта, посеет ее на питательный бульон, привезенный с Земли. Лампочка с фотоэлементом будет следить за прозрачностью бульона. Если бактерии есть, они размножатся, бульон помутнеет и перекроет луч. Радио сообщит: жизнь на Марсе обнаружена. Этот прибор тоже будет искать бактерии. Чтобы взять пробу с грунта, он выстрелит липкую ленту, и ею, как длинным языком, слижет пыль. Совершенно и сложно будут эти роботы, но мы все же никогда не сможем целиком на них положиться. Сядет на Марс вот этакое чудо человеческого гения, начнет вертеть антенны, найдет в небе Землю и гордо сообщит: прибыл благополучно. Нам будет приятно. Тем временем там, на Марсе, по заданной программе начнутся исследования. Чудо осмотрит местность и покажет нам на экране пустыню, мертвая планета. А чудо просто не заметило, на что село. Объектив-то был нацелен вдаль. Мы же будем огорчены. Но, может быть, там есть хотя бы бактерии? Чудо будет действовать по программе, но в ней все не предусмотришь. Лента соберет пыль, лебедка втянет ее. Все прилипшее сбросится в банку с бульоном. И разве не сможет испортить дело еще одна наша ошибка? Питательная среда окажется слишком вкусной. Мы будем терпеливо ждать. И как нам догадаться, что лампочка просветила пустую банку? Чудо сообщит: помутнения нет. Значит, нет жизни на Марсе. Впрочем, можно еще послушать звуки Марса. Полная тишина. Странный мир. Мертвый мир. Нет, как бы ни старались создатели роботов, полностью тайны Марса раскроет лишь сам человек, лично явившись туда. Не сразу высадится человек на Марс. Долго будет ходить вокруг да около, присматриваться, примериваться. Страшно все-таки. И не раз уж так бывало в науке, что по неизведанным тропинкам впереди себя люди посылали безропотных животных. Первым землянином на Марсе, возможно, будет такой вот четвероногий космонавт. Что он увидит? Марсианские растения можно мысленно строить из земных, живущих в суровых условиях. У арктической камнеломки замените льдинку прозрачной пленкой, под ней своя атмосфера. У среднеазиатской верблюжьей колючки, чтобы тянуть влагу с еще больших глубин, удлините корни. Тундровый лишайник ягель увеличьте до размеров дерева. Его поры могут усваивать ночной иней. Пустынную вельвичию оденьте в шубу из ворсинок для защиты от морозов. Кактус Карнегию распластайте по грунту, чтобы не боялся ветров. Подобным образом строили возможные формы марсианской растительности многие ученые.
Фундаментальные работы в этой области принадлежат советскому астроному Гаврилу Андриановичу Тихову. Он пришел к выводу, что марсианские растения похожи на земные, высокогорные, арктические, тундровые. Тихов говорил: прежде всего, это должна быть растительность низкорослая, жмущаяся к почве. В основном это должны быть травы и стелящиеся кустарники. В суровом климате растения вместо зеленого могут иметь голубой, синий и даже фиолетовый цвет. С Тиховым согласны далеко не все. Советский астроном Любарский утверждает прямо противоположное. Должна наблюдаться красная или бурая краска, но ни в коем случае не голубая, как это утверждает школа Тихова. Это правдоподобно, но не менее убедительно звучат и слова американского биолога Солсбери. Быстрое нагревание днем облегчилось бы определенной системой пигментации, стремящейся приблизить организм к абсолютно черному телу. Марсианские растения должны выставлять солнечному свету днем широкую плоскую поверхность. Если бы с наступлением ночи такой лист мог сворачиваться в трубочку, это сократило бы потери тепла. Одновременно существуют противоположные точки зрения. Академик Фесенков, например, говорит: в настоящее время можно считать, что никакой высшей растительности и связанного с ней животного мира на Марсе быть не может. Но существование на этой планете низших форм жизни, каких-либо лишайников, примитивных водорослей, бактерий, нельзя считать исключенным. Унылый Марс рисует нам академик Фесенков. И хотелось бы, чтобы оправдалась другая, оптимистическая точка зрения академика Купревича. Места, которые на Марсе считаются покрытыми растительностью, заселены, конечно, не лишайниками, а какими-то высшими в нашем земном понимании растениями, вероятно, культурными. Хочется верить, что наш маленький космонавт увидит именно такой Марс, цветущий, полный жизни, красок, звуков. Интересно высказался уже знакомый нам Солсбери. Безусловно, можно предположить, что на Марсе имеются какие-либо подвижные формы, сравнимые с нашими растительноядными животными. А отсюда остается лишь один шаг, правда, очень большой шаг, до разумных существ. Мы должны быть ко всему готовы, чтобы пережить потрясение, которое, несомненно, вызовет встреча с разумными обитателями Марса. Все может быть. И пока сам человек не высадится на Марс, тайны его не перестанут нас мучить. Главное, кто там? Ведь, строго говоря, гипотеза о марсианах, никем не подтвержденная, никем и не опровергнута. Что, если Ловелл был прав? Вдруг мы увидим сооружение удивительной цивилизации. Может быть, каналы, действительно грандиозная глобальная растительная система. С помощью каких-нибудь необычайных гидротехнических сооружений марсиане собирают весною полюсов драгоценную влагу и направляют ее в экваториальные районы планеты. Там удобнее жить. На тысячи километров тянутся через пустыни, зарытые в грунт трубопроводы. Вдоль них раскинулись плантации. А пересечение каналов – это крупные центры цивилизации, города. А может быть, все окажется наоборот? Мы увидим печальные следы давно погибшей цивилизации. Спят тысячелетиями руины. Сооружения, когда-то полные жизни. Следы деятельности неведомого, могучего народа, не дождавшегося нас. И только созданный гением былых инженеров, огромный орбитальный город, опустевший, продолжает ходить вокруг планеты. Медленно плывет он в черной бездне с потухшими огнями,
молчаливый памятник великого разума, не будучи в силах остановиться, таинственный спутник Марса Фобос. А скорее всего, все окажется проще. И даже о каналах мы воскликнем, как мы раньше не догадались. Давайте порассуждаем. Каналы похожи на разумную сеть коммуникаций. Но ведь и животные создают иногда сооружения, производящие впечатление разумных. Вспомните пчелиные соты. Или плотины бобров. Сеть коммуникаций. Но разве не являются коммуникациями трассы перелета птиц? Или пути угрей, ежегодно пересекающих Атлантический океан? Короче говоря, сеть каналов может оказаться, например, трассами ежегодных переселений каких-нибудь кочевых существ. Движимые инстинктом, они несут в себе влагу с полюсов в теплые края. Их очень много. Они идут по кратчайшим путям, проторенным предками, используя, где возможно, складки местности. Вдоль этих трасс развилась растительность. Она питается влагой водоносов, а им взамен дает укрытие, пищу. Фантазия? Конечно. Можно рисовать еще много подобных картин, но разве это плохо? Разве можно познавать мир, не обладая фантазией, этим чудесным качеством души? Не бойтесь мечтать, идите впереди жизни, совершите посадку на Марс. Смелее, сегодня же, сейчас. Первый человек на Марсе. Кто-нибудь из нас с вами? Через час зайдет солнце и осветит этот неведомый мир. Через час вековые тайны, измучившие землян, будут разгаданы. Но как трудно прожить этот час. Небо уже светлеет. Белые дымки. Наверное, гейзеры? Или испарение ночного иния? А вдруг это проснулись они? На горах огоньки вспыхнули. Лучи солнца? А может быть, огни во дворце Аэлиты? Люди Земли, встаньте, приготовьтесь. Мы с вами дожили до великого момента. Совершается открытие новой планеты. Открытие Марса.